Сегодня мы начинаем серию видео про совместимость мужчины Скорпиона с другими знаками. Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Я буду подглядывать свои записи, чтобы мы быстро прошлись все 12 вариантов этого знака. Значит, сегодня у нас мужчина Скорпион, женщина Овен. Ну что сказать, в данном союзе все сложно. Хотя поначалу, конечно, они заинтересуются друг другом, потому что у них есть общая планета – это Марс. Овен очень яркая, открытая, активная. Скорпион, наоборот, очень глубокий, наблюдающий и имеющий, как правило, многочисленные связи с женщинами. И поэтому он, конечно же, будет не прочь протестировать и женщину Овен. Они, конечно, очень разные. Не то, что вода и огонь несовместимы, но именно вот в сочетании Овен-Скорпион это трудно. У обоих есть черты, которые раздражают партнера. И поэтому, конечно, знакомство на первых порах будет очень даже захватывающее, но это только поначалу, потому что они узнают друг друга, и любопытство побеждает в данном случае. И в постели у них все очень даже неплохо, и страсти, эксперименты, все они это оба очень любят. Скорпион, если уже решился на брак, в большинстве случаев он верен жене, и если они уже нашли общий язык, то они могут вместе что-то обсуждать, не вынося это за пределы своей семьи. И они в состоянии могут улучшать свой обоюдный быт и богатеть, так как оба в состоянии работать. Но чаще всего проигрывается, к сожалению, другой сценарий. Потому что если в семье коса находит на камень, то Овен не стесняется в выражениях и много что летит нехорошего из ее рта. Скорпион в ответ тоже не заставит себя ждать, и он будет жалить болезненно, и это грозит очень таким полным и быстрым разрывом отношений. Скорпиона очень легко завоевать Овна. Овен эмоционально открытый знак. И он откликнется, женщина Овен, то есть откликнется на язык тела Скорпиона или, например, на его слова, которые Скорпион, естественно, очень целенаправленно будет направлять на свою жертву. И Скорпион тоже купается в огне Овна с удовольствием поначалу и упивается своим влиянием на женский пол. И чем важнее и статуснее, проблематичнее с точки зрения Скорпиона женщина Овен, тем интереснее она будет для Скорпиона. Своей активностью и широтой эмоций Овен очень быстро утомит Скорпиона. Для Скорпиона она слишком предсказуема и примитивна в плане того, что ее намерения Скорпион может очень хорошо считать. Ее взгляды, идеи слишком незамысловаты. Овен как детская книжка для Скорпиона, которую ему уже много раз читали, он знает, чем она закончится, он ее помнит наизусть. Ему уже просто не интересно проходить это снова и снова. Скорпион гасит всю силу, напор и активность Овна, прям заливает холодной ледяной водой. Овен чувствует свою уязвимость перед Скорпионом, и у женщины Овен могут возникнуть следующие состояния. Это такое садомазохистическое любопытство, когда ей неприятно, что ее видят насквозь, и одновременно ей это нравится. Кто-то может ей управлять, и это новые эмоции для женщины Овен, которые она испытывает, но никому об этом не расскажет. Потому что овны считают себя, все без исключения, самым лучшим, позитивным, сильным таким пробивным знаком. А скорпионы, по большей части, они пассивные, с налетом пессимистичности, реалисты, скажем так. Пока им лично что-то не приспичит, и поэтому им нравится работать психологами, психиатрами, копаться в скрытых проблемах людей, хирургами, чтобы отрезать безжалостно, так сказать, и выбрасывать все лишнее. И сильный в своих глазах Овен в глазах Скорпиона выглядит очень, в данном случае, непримечательно.
Первым сольется Скорпион. Причем он может открытым текстом, прям честно, объявить Овну о том, что все, чувств нет, и он уходит. Овен будет какое-то время абсолютно не понимать и не принимать факта, что это происходит, и разными способами будет стараться напомнить о себе. Сложно им вместе. Они оба упрямы, не уступают друг другу, спорят с друг другом. Скорпион может критиковать, а Овен вообще критику ни в каком виде не переносит и оскорбляется в данном случае. В этой паре удовлетворяются интересы больше одного человека, и это, как вы уже догадались, интересы Скорпионы, и то на начальной стадии знакомства. У них нет гармонии в силу того, что Скорпионы по большей части чистюли в прямом и переносном смысле этого слова, а вот среди женщин-овнов присутствует частенько хабалистость, напористость и обесценивание тех вещей, которые являются, например, важными для Скорпиона. Если Овен будет вести себя слишком раскованно, громко, расскажет неуместный анекдот, проявит неряшливость, то расставание пары будет очень даже быстрым. В браке надо попеременно уступать друг другу, как-то в партнеру до момента успокоения кого-то из них, иначе взрыва эмоций никак не избежать. Вода всегда притушит огонь. Очень в редких случаях вода кипит, испаряется. И это прям необычное явление. Это я про эти стихии в паре. Как коллеги или друзья, например, они будут гораздо более гармонично сочетаться, если не будет борьбы за первое место. И вот в каком-нибудь деле они могут очень хорошо сработаться. Я лично вижу в этом союзе больше проблем, чем толку. Даже суперсекс в данном случае не сильно улучшит ситуацию. Конечно, в жизни все возможно, я всегда говорю, все знаки со всеми знаками уживаются, разные варианты есть. Но мы говорим о более часто встречающихся вариантах из жизни. Вот пишите свои варианты, кстати, в комментариях, если у вас такая пара. Я считаю, например, что лучше заранее знать какие-то особенности каждого человека, с которым вы встречаетесь. И в данном случае это не прогноз, это проявляющиеся данные, которые даны вам с рождения, характерные черты знаков. И я считаю, что их можно всегда учитывать с пользой для себя. Всех вас обнимаю, целую. До новых встреч. Пока.